Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас 9 мая. Готовимся к завтраку. Смотрите, сегодня я спекла на завтрак вот такие вафли. Рецепт: 2 яйца. Вот у меня получилось 6 вафель. 2 яйца, разрыхлитель, соль, льняная мука, псилиум. Псилиум у меня 1,5 ложки. Льняная мука, чуть-чуть кокосовой, чуть больше пол-ложки кокосовой муки, водичка. Но хочу сказать сразу, кто будет готовить, кого заинтересовал такой рецепт кето вафель, кето хлеба, кето булочек. Но это рецепт из кето, просто в форме и виде вафель. Добавлять муку льняную, кокосовую, прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Псилиума тоже добавлять по чуть-чуть, потому что он со временем разбухает. Сначала вроде кажутся жидкие, потом начинаешь мешать, и там густотища, потому что псилиум разбухает. Поэтому всего по чуть-чуть и мешать, мешать, мешать. Никакого сахара, заменителя, ничего. Это для бутербродов. Это вафли для бутербродов. Вот. Первые 3 штуки у меня получились неудачные. Не привыкла я еще работать с этим тестом в виде вафель. Я делала булочки в духовке. Вот. И форелька. Мироша у нас завтракает хлопьями. Сегодня хлопья. Ну что, друзья, с Днем Великой Победы! Славим и гордимся нашим многонациональным народом и едем с Сергеем на парад. Я уже говорила в прошлом ролике, что Софье тренера запретили идти на парад во избежание заболевания. А Мирончик у нас приболел. Сегодня проснулся, подкашливал, небольшая температура, поэтому оставили ребенка дома. Честно говоря, мы бы, наверное, и сами бы остались дома, потому что холодно. Идет снег. А? Нет. Да. Сережа пошел переодевать куртку. Вышел в такой демисезонной, говорит, холодно. Ну да, действительно холодно. У меня прям даже замерзает рука снимать. Ну что, в принципе, предсказуемый день 9 мая в плане холода, как обычно, в общем. Поедем на парад, посмотрим. Посмотрела вчера программу праздничную, не увидела шествие Бессмертного полка. Парад есть, концертные программы есть, а шествие Бессмертного полка в праздничных мероприятиях я не нашла. Может быть, не там смотрела, а может быть, отменили. Оставили машину на Богдана Хмельницкого возле бани. Вот у нас баня с левой стороны. С правой стороны стадион Заполярник. Улица Богдана Хмельницкого. Проезд закрыт только для пешеходов. Идем пешком. Чувствуешь, шашлыками пахнет? Шашлыки жарят, продают. Ой, такой запах. Сразу аппетит разыгрался. А у нас сегодня наш старшенький Данилушка тоже участвует в параде. С утра уже прислал фотографии в старой военной форме. Будет там участвовать в какой-то постановке, в какой-то инсталляции. Вот, и сегодня он получил очередное звание младшего сержанта.
в честь праздника. Вот так что у нас сегодня такая тоже радость за нашего сыночка. Улица Пушкина, Пушкинский сквер, вот как раз напротив гимназии, стадион Заполярник. Что-то смотрим, что народ возвращается, идет в обратную сторону, а мы идем только туда. Ну, вообще в 11 часов должен быть парад. Сейчас время 20 минут 12. Неужели он за 20 минут уже закончился? Ну да, уже все кончилось. Смотри, люди идут толпами. Ну, штука, я вот. Мы среди опоздавших. Ну, может быть, и парада не было, может, просто поздравление ветеранам было. И на этом все. Еще наличие. Вот, сначала пришел, не хватит, старик нам потусил и все, и хватит. Только подтуда здесь что-то. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых или ушедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и падают нам в глаза. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Его машину оставили, да? В общем, парад пропустили. Думали, приедем как раз к самим событиям, но оказалось, что либо начали раньше, либо просто так быстро закончили. Народу много, кто-то с портретами, но уж очень холодно. У меня уже даже губы замерзли. Поедем домой.
Заехали с Сергеем в магазин. Вот что купили и потратили сумму в районе 3000. А за фрукты в нашем магазине рассчитываются отдельно. Фрукты и овощи. Вот за связку банан, лук, мандарины и лимон мы отдали 692 рубля. Так, купили наморс, будем отпаивать Мирончика, лечить. Смородина 471 рубль, брусника 488 рублей и клюква 427 рублей. Ой, облепиха. Это за килограмм, а то кто-то думает, что я говорю вот за пакетик. Нет, это за килограмм. Пакетик вот стоит 114, 143, 144. Будем делать морс Мирончику. Так, ну давайте быстренько по чекам. Колбаски султанские 321 рубль. Колбасу султанскую, вязанка столичная я взяла на солянку. Сегодня буду готовить солянку. Крыло куриное 325 рублей. Подложка вышла на 312 рублей. Огурчики скатерть самобранка 231 рубль. Пюре фрутоняня 133 рубля. Маслины 102 рубля без косточки. Сыр плавленый копченый Аланталь 194 рубля. Очень нравится мне продукция Аланталь. Вот такие сыры. Есть сладкий шоколадный, есть соленый, есть копченый и вот такой вот колбасный. Очень вкусные, я беру постоянно такие сыры. Они, конечно, не из дешевых, но прям вкусные-вкусные. Так, полотенце бумажное вот такой фирмы Family 184 рубля. Яйцо 115 рублей. Так, сервелат вязанка 277 рублей. Ну, вроде бы все сказала. Да, вот один чек на 2428 рублей, а другой чек с фруктово-овощного отдела на 692 рубля. Пришли с Мирончиком на зубки. Но мы не на лечение, просто сделать снимочек, посмотреть, все ли в порядке с зубиком сложным. Мы его уже вылечили. Ой, у нас тут разыгралась пурга. Прям метет сильно. Давай, сходи. Мам, держи варежки. Давай. Я пока. Все, мамочка, почти все готово. Молодец. Это нормально. Я, говорит, дышать не могу на этой пурге. Со зрителями будешь здороваться? Всем привет! А чего ты нос-то закрыл? Мироша у нас ветра боится, причем почему-то с детства у него так. Когда ветер дует, он аж прям задыхается. Ну прям пурга поднялась хорошая. Хорошая. Я задыхаюсь, когда пурга идет какая-то, когда ветер. Ну какой же ты норильчанин тогда, если ты задыхаешься? Сзади! Кто там? Машина сзади. Ничего, объедет. У нас проезжие части, вон какие широкие. Че, зубик болит? Че? Не болит зубик? Хорошо. У Мироши уже зубы такие передние. Широкие, как у кролика. Зубатый кролик. Какие-то тонкие, какие-то широкие. Ну, узкие, одни узкие, другие широкие. Ой, май месяц. Май месяц. 9 мая. А тут пурга! Да. Пошли с Мирончиком обратно греться. Что-то наш папа задерживается.